Что такое золотая лихорадка, мы все прекрасно знаем. Или догадываемся, нужно перелопатить около тонны породы, чтобы найти небольшой кусочек драгоценного металла. А вот что такое грибная лихорадка, тоже очень похоже, но дело в том, что золото в земле лежит веками, и с ним ничего не будет. А вот грибы на третий и на второй день становятся переросшими и червивыми. И вот мы с Джессикой опять опоздали на свои места. Вы представляете, пособирав грибы около дома, мы пошли подальше. 1 километр от дома дорога нас ведет в сторону Свапощи. Здесь не ходят люди, а ходят совсем другие звери. Но о них, друзья, попозже. И вот мы выбрались за белыми грибами, взяв маленькую корзиночку, ну и, конечно, большой рюкзак. Как же без него? И собираем белые грибы. Вы смотрите, друзья, какая прелесть, а? Вы гляньте, какие уже огромные. Всего несколько грибов, и моя корзиночка полная. Кругом валяются поваленные деревья, но это не мешает нам с Джессикой собирать грибы под березовичек. Берем, замаринуем. Так вот, друзья, утренняя прогулка по Селигерскому лесу. Джессик уже ищет мышку около дерева, а я продолжаю собирать белые грибы. Вот, смотрите, друзья, какой красавец! Вот, я показываю. Думаете, я себе показываю? Да, и себе, конечно. И тому, кто вот там, вот в конце, в папоротнике, наблюдает за мной и думает: а чё он приперся-то в мой лес, а? Вообще люди обнаглели, а? Вообще мои грибы собирают. У меня тут все посчитано на этой делянке. Ну, наглые, еще собаку взял. Ох, я им покажу. Вот так вот, друзья. Ходим, собираем, и мы даже не представляем, что два глаза за папоротником наблюдает за нами и потихонечку звереет. И потихонечку он не может просто так простить, что вот такой вот красивый гриб кто-то у него забрал в его лесу, в его владениях, где ни один зверь не может уступить и поравняться с ним в силе, в хитрости, в умении. А мы, друзья, собираем. Смотрите, какой красавец! Смотрите, какой белый гриб, а! А, друзья, прелесть, а! Вот такая вот прелесть, переросшая. Опоздал. Опоздал, как обычно опоздал. Этого тоже не берем. Так, вот тут вот посмотрим в травке в маленькой. Вот такой вот красавец маленький. Этот должен быть нормальный. Да, друзья, какая радость ходить по такому лесу. Вы гляньте, главное, людей-то нету. Нету людей. Зато медведей много. Вот, мы ходим, а они пока за нами смотрят, но еще никакого решения не приняли. А я тут нарвался на лисичек. Ух, вы знаете, как они хорошо в солении. Каждый солит по-своему. Я лично, друзья, их мариную вместе с подосиновиками и маховиками. Зимой откроешь такую баночку с маринованными лисичками, достанешь котелок картошки из печки, и вот он, друзья, зимний великолепный завтрак. Солнце еще не поднялось над Селигером,
В доме тепло от русской печки, Джессика уже кушает кашку, а я ем лисички и вспоминаю, друзья, волшебное лето, которое прокатилось на Селигере, и я его почти не видел. Еще только, кажется, вчера было начало апреля, и лед потихонечку начал отходить от берега, а уже, друзья, скоро его затянет тонким льдом, и зима вступит в свои владения. А вот этого белого мы не берем, а кругом, как желтые листья в чернике, блестят лисички, лисички-петушки, самые лучшие грибы. Не зря их берут за границу, потому что только эти грибы, говорят, помогают от рака. Вот так вот, друзья, самый лучший золотой селигерский желтый гриб. Вот, штучка за штучкой мы собираем полную корзинку лисичек, а они все пятнами, желтыми пятнами блестят среди ландышей и черники. Да, великолепное утро, тихая погода, солнечные лучи, едва пробиваясь через кроны елей, освещают эти желтые пятна, чтобы видно мне было в этом сосновом лесочке. Да, какая прелесть, друзья, какая прелесть! Везде одни желтые пятна. Куда ни посмотришь. Вот, надо немножко умять. Маленькая корзинка. Но зато, друзья, вот по такому лесу с такой маленькой корзинкой ходить очень удобно. Тем более, что у меня все-таки с собой большой рюкзак на 6 ведер. Я думаю, что я сегодня столько не соберу. Но бывали когда этот рюкзак на 6 ведер был полон порезанными белыми грибами. Почему порезанными? А потому что, друзья, медведь ходит, и надо побыстрее все это делать. Видите, какая лапища? Огромный медведь ходит рядом и смотрит за мной, как я режу лисички. Вот так вот, друзья. Мы собираем, а за нами царь леса наблюдает, и вы никогда не поймете, даже собака не учует. За 600 метров медведь чует человека. За 600 метров. Вы прикиньте, каждый звук в корзинке, когда я кладу вот эту лисичку, эхом отдается у него в ушах, в душе и в голове, как будто гром у него там звучит. Чует и бежит быстрее собаки. И не вздумайте спрятаться на нем на дереве. Вы думаете, не залезет? Где угодно достанет. В дом войдет, в палатку войдет, огня не боится. Очень умный и хитрый зверь. Так что, друзья, не приведи Господь встретиться с ним. А мы продолжаем собирать, не подозревая об этом. Полная корзинка лисичек. Вот такое селигерское золото. Смотрите, друзья, какая это прелесть, а? Вот такая селигерская прелесть. Нарвался я на лисичек, а там вот впереди и еще есть, и здесь есть. Все, надо идти высыпать. Все, друзья, сходил я, высыпал и продолжаю сбор лисичек. Вот здесь вот по канавке, смотрите сколько. А ведь шел за белыми, а оказалось, еще и лисичек наберу. Но чем это неплохо, а? Чем это неплохо, друзья? Потихонечку, помаленечку, обязательно чистим их, срезаем ножки, обязательно, чтобы травки не было, потому что дома перебирать будет гораздо легче, когда у вас все грибы чистые и нету мусора.
проще. Принесли домой, высыпали и все, перебрали. Лисички порезали и начинаем отваривать для маринования. Белые грибы порезали, разложили по пакетикам и взвесили по 500 грамм в пакетике и убираем в морозильную камеру. Все белые грибы, друзья, я замораживаю, чтобы зимой с них уже сделать и супчик с белыми грибами. А еще, друзья, я люблю делать гречку, плов из гречки. Оказывается, он вкуснее, чем из риса. Все то же самое: мясо, морковка, лук. Но я еще добавляю 250 грамм белых грибов. Многие это называют гречкой по-царски. Вы знаете, какая вкусная она в печке? Через 2-3 часа, когда она начинает вариться, и вы уже добавили гречку, по дому из русской печки такой аромат идет. Ой, вы не представляете, пахнет гречкой и белыми грибами и мясом. Не зря ее называют гречкой по-царски. Вот такой великолепный ужин зимой будет у меня, если я сегодня все соберу, и никто мне не помешает, и никто мне сегодня не попадется. Вот, друзья, такой вот сбор на Селигере. А любят люди приезжать на Селигер. Прекрасная здесь природа, озеро, и вот такой вот медведь ходит за мной. Так вот, друзья, вот мы ходим, собираем, мы ходим, плаваем по озеру, а за нами все время наблюдают. Вот такое золотце селигерское, лисички. Прелесть, друзья, в мелкой травке, вот такие вот золотые петушки, такая вот великолепная грибная лихорадка для людей, которые не могут с собой ничего поделать, а проснувшись рано утром, вылезают из палатки и бегом бегут в лес, если, конечно, он рядом. Смотрите, вот такая вот прелесть, друзья. А чтобы, друзья, в лесу не заблудиться, берем с собой телефон. Не нужно дорогих навигаторов, просто телефон, и вот моя точка. А вот где можно скачать вот это приложение? Открывается через спутник, а вот и бежит мой самый главный навигатор, который отлично знает, куда идти и как выйти. Конечно, если он в лесу что-нибудь не учует, а то этот навигатор будешь кричать, орать полчаса, пока она в лесу кого-то гоняет. Слава Богу, назад приходит. А ведь бывало, полчаса ей орал, сорвалась с места и кого-то погнала. И не слушает команды. Все, девка побежала гонять зверя. Да, друзья, а мы продолжаем собирать белые грибы. Вот такая вот селигерская прелесть, друзья. Гриб за грибом, на каждом шагу. Очень много переросших, потому что я снова опоздал в это место. Не успеть. Слой вот в этом году шел всего 10 дней. 10 дней, друзья. И не на каждое место успеешь. Дальше пошла засуха, и грибов больше не было. Это где-то середина августа. Число 20, наверное, я уже точно не помню. Вот такая вот прелесть. Прошли дожди, а после этого 1,5 месяца не было дождей. У меня вода в колодце почти закончилась. 5 дней из другого колодца ведрами таскал. Слава Богу, что 5 дней, неделю. А вот и дядя Миша, Вы поглядите, какие когти, 5-7 сантиметров.
Вот, друзья, полоснет один раз, и все, и баста. И больше ты грибы никогда не будешь собирать. Так что, друзья, осторожненько. Вот там гриб, и вот здесь гриб, друзья. И вот здесь. Ох, смотрите, какой здоровый. Не дай бог червивый, а. Ну, не дай бог. Вот такой вот гриб был. Червивый. Не берем. Да, друзья, опоздал. И здесь, друзья, я опоздал. Везде одни переростки. Очень быстро они растут в такую вот жаркую погоду. 5-7 сантиметров за сутки. Температура больше 20 градусов. Ночи теплые. Вот они и выскочили. Там, похоже, мухоморчик впереди. Значит, должны быть белые. Как же без них-то? Вот они, друзья. Рядом с мухомором. Прям кучка. И здесь перерос. Какая жалость, а? Вот какая жалость, друзья. Столько грибов я оставил в лесу. Прям жалко, да? Вот смотрите, какой великолепный белый, а? Великолепный белый. И здесь еще один. Вот, друзья, прям кучка, а этот переросший. Смотрите, кругом, друзья, одни переросшие белые грибы. Да, не добраться сюда человеку-то, не добраться. И следов, друзья, человеческих здесь не видел, кроме следов дяди Миши. Поэтому люди-то сюда и не ходят. И не ходят люди, друзья. Да, очень уж суровый охранник в селигерских лесах. И разрешение у него не знаешь, как спросить, не знаешь, как его задобрить, этого дядю Мишу. Слава Богу, что в это время в лесу полно ягод и полно грибов. Во, смотрите, какая прелесть, друзья. Смотрите, была. Оставляем. Обязательно переворачиваем, чтобы споры были. Вот, друзья. Почему я выкручиваю, как вы скажете, рву? Ну, друзья, потому что если оставить гриб, то грибница может сгнить. Поэтому осторожненько выкручиваем и вырываем. Веками собираем на этом месте, и никогда грибы не пропадают. Вот одни только переросшие растут. Одни переросшие грибы кругом. Везде, друзья, уже плесенью покрылись. Так что опоздал. Так вот и иду по краю болотца, натыкаясь на каждом шагу вот на такие красавцы, которые переросли, да. Вот, друзья, грибная селигерская лихорадка. Это вам будет получше, чем золотая. Крыша съедет от такой поездки, друзья, на Селигер. О, кругом одни грибы. Везде одни грибы, и из леса не уйдешь, потому что так он тебя и манит. И вот такие вот следы ты встречаешь на каждом шагу. А мы продолжаем собирать подосиновики друг за дружкой. А за нами из кустов наблюдает дядя Миша, но пока не принимает никаких действий. И слава Богу, друзья, и слава Богу. А вот и моя дорожка. А мы так и ходим. Отойдем от дорожки метров на 100, посмотрим в навигатор и продолжаем идти дальше. Тем более, что лес нам это позволяет. Да, друзья, и снова я напал на лисичек. Ах, опять мои золотые красотки! Как я обожаю их! Вот, друзья, лисички, дай бог. Я помню, как 30 лет назад я принес 2 лисички и сказал: а я лисичку нашел. А тесть сказал: а я тоже нашел, потому что фамилии моей, дай бог здоровья бывшей жены,
была Лисицына. Вот так вот, друзья. Так с тех пор меня и тянет на лисички. Вот прям наваждение, друзья. Прям наваждение. Лисички и лисички. Да. Вкусное объедение. И соленые, и жареные, и маринованные. Ну, и человеческие. Да, друзья, все вкусно. Белые грибы, прямо на дороге, но переросший. Опять я опоздал. Вот здесь теперь посмотрим, в этом ельничке. Джессика уже что-то чует. Машет хвостом, как помелом. Да, вот тут вот что-то должно быть, друзья. Вот тут вот что-то должно быть. Вот какой красавец, подосиновичек. То, что нужно, друзья. Самые лучшие грибы на тонкой ноге. Мальчиши-кибальчиши. Они в основном не бывают червивые. Это белые быстро червивятся, а подосиновики редко бывают червивые. Тоже отличный гриб для маринования, друзья. Отличный. Вот он очень хорошо вместе с маховиками идет. Маховики, подосиновики и лисички. Вот, все это у нас запасы на зиму. Зима-то суровая на Селигере. Как заметет, и автолавка не проедет, и люди не приедут. Вот какой классный гриб, друзья. Классный. Кладем в корзинку. И там впереди, видите, вот они, красавцы, красноголовики. Только нужно как-то подумать, как мне туда пролезть. Кругом поваленные деревья. Опять я рядом с болотцем на опушке. Вот какой классный гриб, друзья. Но не берем. Солнышко здесь у опушки. Мелкая травка, березки, елочки. Вот самое место для грибов, когда невысокая травка и солнечная. Вот в этих местах они и растут. Ну, деревья поваленные приходится, конечно, обходить. Вот он, смотрите, какой красавец, а? Вы гляньте, какой красавец. Ну разве, друзья, это не счастье, а? Вот настоящая благодать, настоящая радость. Ох вы, гляньте, троица, троица. А не сообразить ли нам, друзья? Нет, не дадут тебе сообразить по бутылочке красенького, потому что вот такой вот зверь ходит и наблюдает за мной. Ходит по пятам. За 400 метров чует такой зверь, что кто-то пришел в его владение, а пропуск-то не выписали. Как это так-то? Не пришел ты ко мне на поклон и разрешения не взял в моих владениях ходить. Забрел сюда без всякого разрешения и нахальничаешь. Прям вот нахальничаешь. У меня прям внутри все кипит. Как это так-то вообще? Этот человек-то кошмар, а? Взял, приперся ко мной в лес и тут творит, что захочет. Я тут хозяин, ты понял? Я хозяин. А ты вон такие вот белые грибы рвешь. Да, друзья, осторожненько. Так, хороший? Нет. Уж хороший такой большой, а? Возьму, из такого зимой можно и суп сварить, а? И суп сварить, главное, до дома дойти. Да, друзья, надо корзиночку-то высыпать. Пришла пора. Вот у меня уже здесь сколько. Вот в такой вот рюкзачочек туда раз, и все. Вон сколько я уже набрал, друзья. Вы гляньте, вон сколько грибов. А еще собирать так собирать. Кругом ведь растут. Везде красноголовики. Ой, смотрите, да белые это. Это белые, друзья. Белые грибы, красноголовики, лисички. Все тут есть в селигерских лесах. И это тоже белый, смотрите, с такой махровой, мохнатой бородой. Вот, во. Прям красные грибы, классные. Да, потихонечку собираем,
Солнце поднимается все выше. Денек-то сегодня хороший выдался. Люблю я в такие дни собирать, когда и солнышко, смотрите, вон там вот растет что-то. Видно прям солнышко, хоть и навигатор, и собака, но когда солнышко в лесу, то как бы у тебя меньше вариантов заблудиться. По солнцу идешь, примерно знаешь, где у тебя машина. Но с другой стороны, это такие болота, друзья. Лучший навигатор. Вот больше вариантов нет. Машина, ты знаешь, куда идти, но можешь вляпаться в болото, и болото начнешь обходить, а солнышко начнет заходить. И все, друзья, такие топи бывают. Так что вот, я, конечно, предпочитаю ходить вдоль дорог и вдоль линий электропередач. Хоть и Селигерский лес мне знаком, и много тысяч раз я собирал по этим местам, но бывает так плутанешь, так вокруг дерева пройдешь и потеряешь ориентацию всю, и можешь уйти совсем в другую сторону. Так что, друзья, будьте осторожны. Какой подосиновик, вы посмотрите, прелесть. Вот ножка все-таки червивая, но шляпка хорошая. Великолепный сбор, друзья. Ах, несколько грибов и полная корзинка. Во как! Несколько грибов и полная корзинка. А грибы все продолжают расти. Вот навигатор. Вон моя точка, где машина, а вон, друзья, я где нахожусь. Вот смотрите, вон дорога через спутник, и никакого интернета не надо. А вот здесь можно его установить. Да, друзья? Вот такая вот прелесть на сегодня. А вот и мой главный навигатор пришел и лижется. Требует полезушку.